Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Вступление, как и сама тема, будет не очень простым. Мы попытаемся чуть-чуть структурировать наш подход к взгляду на рынки, а это потребует небольших мыслительных усилий. Но это полезно. Как показал профессор Савельев, это полезно не только как способ поиска эффективного конкурентного поведения, но и просто очень полезно даже для сексуального здоровья. Сергей Вячеславович, милостиво прошу меня извинить, что всуе употребил ваше имя. Чем интенсивнее используется мозг, тем лучше и дольше сохраняется потенция и сексуальное влечение. Это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Не зря же говорят, что одна из самых сильных женских эрогенных зон – это ее мозг. Чтобы как можно больше оставаться помесью зайца и собаки, то есть заебакой, нужно больше работать мозгами. До нефти мы с вами в основном смотрели условно деньги. То есть мы смотрели золото, доллар, рубль. И немного посмотрели американскую недвижимость, а также чуть-чуть затронули облигации американского госдолга. В конце прошлого года мы с вами посмотрели историю нефти в долларе и золоте, начиная с середины 19 века. Фактически с момента начала ее организованной торговли и массового вовлечения в хозяйственный оборот человека. Сейчас последняя ссылка на последний ролик той серии про нефть сейчас на экране и под этим видео его описание. Нефть является квинтэссенцией энергии. Нефть, газ, уголь и уран – ключевые фундаментальные товары. Грубо говоря, если бензин плохой и дорого стоит, то это сильно влияет на то, как едет машина. В этой аналогии машина – изображение экономики, поэтому анализ и прогноз нефти чрезвычайно важен, поскольку он очень сильно влияет на все другие элементы экономики. Если очень упрощенно, нефть или энергия с определенным упрощением является прообразом оборотного капитала, поскольку оборотный капитал – это отображение той энергии, которая заставляет работать основные фонды. Поэтому тему нефти мы попробуем посмотреть подробнее, включая взаимосвязь прогноза с политикой. Недвижимость в этой схеме очень упрощенно олицетворяет поведение конъюнктуры основных фондов. Чтобы сильно вас не грузить одним большим роликом, я разбил всю тему долгосрочного и среднесрочного прогноза нефти на 3 части. В первых 2 частях мы с вами посмотрим долгосрочный прогноз на 15-25 лет, а в последней 3 части глянем сценарный прогноз на ближайшие несколько лет и несколько кварталов. Напоминаю нашу общую логику анализа всех рынков. Сначала мы смотрим долгосрочный анализ и прогноз, который позволяет нам классифицировать характер возможных среднесрочных тенденций и таким образом наложить ограничения на области возможного среднесрочного движения и определить более вероятный характер этого движения в терминах типа импульсная или коррективная волна. Несмотря на то, что ключевым товаром хозяйственной деятельности является энергия, неважно в какой форме, будь то нефть или газ или продовольствие, мы начинали именно с того, что играет роль денег. Условно их можно назвать мерой или координатами, в которых мы смотрим на активы и товары. Нам очень важно было понять, что с практической точки зрения эффективнее и выгоднее считать экономически более качественными деньгами. С точки зрения, в первую очередь, с точки зрения их сберегательной способности. И с точки зрения качества анализов рынков. И, соответственно, то, в чем отражать активы и товары более информативно и адекватно. Постепенно мы с вами приходим к выводу, что на эту роль больше годится золото. На модельных примерах работы на старых данных с недвижимостью, нефтью и самим золотом мы выяснили, что если деньгами, то есть тем, во что мы возвращаемся после инвестиций, считать золото, то наша доходность растет примерно в 4-12 раз по сравнению с тем, если бы мы деньгами считали доллар или другую фиатную валюту. Ссылка на ролик с нефтью была на экране чуть раньше, а на недвижимость и золото сейчас на экране и в описании
к этому видео. Еще я вас хотел бы предостеречь от излишнего абсолютизма по поводу роли золота и фиатных денег. Фиатные деньги не являются абсолютно ущербными и как бы неправильными. Они просто играют немного другую роль по сравнению с золотом. Поэтому обладают немного отличающимися свойствами. Но фиатные деньги являются неотъемлемым инструментом экономического процесса. А совместное рассмотрение рынка в золоте и фиате позволяет нам видеть картину более полную. Но начинаем мы всегда смотреть на рынки именно в золоте, так как это делают самые крутые. То есть мы смотрим на рынке, так как это делают самые крутые. То есть те, кто управляет большинством экономических процессов последние несколько сотен лет. Подчеркиваю, не захватили эти рынки и жрут в три горла, а управляют ими и несут ответственность за судьбы мира. Если провести очень-очень условную аналогию между золотом и фиатом, то можно воспользоваться автомобилем. Для того, чтобы правильно управлять автомобилем, вам недостаточно только одной информации о том, сколько километров вы проехали и сколько еще осталось проехать. Вам также постоянно необходимо знать и контролировать то, с какой скоростью вы движетесь. Примерно так и с ролью фиата и золота. Что-то ближе к координатам, что-то ближе к скорости. Подчеркиваю, это не буквальная прямая аналогия ролей, а просто иллюстративный прием, чтобы обратить ваше внимание на этот нюанс, но не рисовать сложных формул. Напомню, что мы с вами не занимались псевдоигрой на старых данных, то есть когда смотрели нефть, золото или недвижимость. Мы проводили совершенно одинаковые по ценам и всегда прибыльные сделки, поскольку ввели позицию на старых данных. Но в ситуации, когда деньгами было золото, мы везде получили в 14-12 раз лучший результат, в зависимости от продолжительности нашей работы. Это можно доказать и чисто теоретически, исходя из законофизических законов. Но это доказательство математически достаточно сложно. Для нас с вами в первую очередь в основном важны практические результаты. Поэтому мы с вами идем так, как это было исторически. То есть мы идем экспериментально по разным активам и постепенно убеждаемся на практике, что золото является более качественными деньгами с точки зрения качества анализа рынков и с точки зрения получения большей выгоды при инвестициях и с точки зрения более высоких сберегательных качеств по сравнению с фиатом на долгосрочных и среднесрочных периодах. Также, когда мы с вами смотрели нефть и недвижимость в золоте, мы отметили, что отображение цен в золоте более адекватно описывает динамику рынков. То есть больше совпадает с реальным состоянием экономики, особенно если ее оценивать и описывать в натуральных показателях, то есть в килограммах, штуках, метрах квадратных и так далее. У всего этого есть глубокая эконофизическая причина, выражающаяся в законе сохранения и использования мощности энергии. Но также у этого есть и историко-экономическое объяснение. Золото и серебро выполняли роль денег тысячелетиями и заняли эту роль эволюционным путем не просто так, а методом проб и ошибок, то есть в результате экспериментов. Это совершенно не означает, что это единственно возможный способ определения денег. Эконофизика как раз говорит, что как раз дает тот результат, что есть и более эффективные, и более точные способы для определения денег. Но нас с вами в первую очередь интересуют практические результаты. А еще одним практическим результатом, который мы с вами приметили, было то, что рынки, отображенные в золоте, на несколько лет раньше, чем их отображение в долларе, показывают начало крупных кризисов. Пока мы это четко увидели на недвижимости и в нефти. Сейчас, кстати, отображение в золоте дает такой сигнал на средние сроки. Об этом мы будем говорить в третьей части этого ролика. Энергия играет в экономике ключевую роль. Нефть является самым емким и ликвидным рынком энергии. Главенствующую роль энергии понять достаточно просто, даже интуитивно.
Чтобы не писать сложных формул, я приведу вам простенькую схему. Можно посмотреть три транспортных средства: рикша, конная повозка и автомобиль. Направление роста производительности и объемов производства их условного продукта, то есть количество километров в день, совершенно очевидно. Автомобиль более производителен. Но отличие этих способов транспортировки лишь в одном: в объеме и плотности привлеченной и используемой энергии. А разница результатов налицо. Причем кредиты и эмиссии здесь не играют никакой роли. Они подключаются потом, когда нужно переделить и присвоить часть конечного продукта. А сам финансовый капитал является прямым следствием увеличения производительности труда и увеличения объемов добавленной стоимости на человека. Современные финансисты этого не понимают, но на этом и налетят. Вавилонская башня на самом деле была первой кредитной и социальной пирамидой, а не каким-то физическим объектом. Потом это происходило многократно. Именно поэтому в тройке нефть, недвижимость, фондовые рынки мы с вами начали именно с нефти, поскольку она достаточно объективно ассоциируется с энергией и имеет длинную торговую историю. На самом деле свойство отображения в золоте за несколько лет предсказывать увеличение общего спада справедливо не только для крупных масштабов, а работает и для меньших. По крайней мере, по моему опыту, оно работает вплоть до часового и минутных масштабов. Но там трактовки несколько сложнее, поскольку требуют учета состояния более старших масштабов. Но опережающий характер отображения в золоте справедлив и для меньших масштабов. Дальше мы с вами все новые сегментов рынков будем смотреть именно в этом подходе: в золоте, в долларе и в родной валюте рынка. Но напомню, что помимо конкретных прогнозов валюты рынков, у нас есть еще одна подспудная цель. Нам с вами постепенно нужно установить масштаб развивающегося кризиса. И самое главное, понять основные его причины. Это нам необходимо, чтобы перейти к стратегии России по выводу мира из глобальной экономической катастрофы тысячелетия, реализуемой нашим президентом. По пути мы с вами рассмотрим и докажем закон Путина-Кириенко. Это закон эволюции и смены экономических формаций. В определенном смысле это углубление, параметризация и конкретизация закона Маркса о соответствии экономических формаций уровню развития производительных сил. Но это будет позже. Сейчас же у нас чисто практические цели. Долгосрочный на 15-25 лет прогноз нефти. А потом на несколько лет и кварталов. В первых двух частях ролика мы будем с вами смотреть долгосрочные сценарии нефти и критерии перехода одного сценария в другой. Попутно мы с вами отметим некоторые важные геополитические следствия и моменты, связанные с нефтью и прогнозом ее динамики. И уже на нефти вы поймете, что при ее отражении в золоте вся геополитика очень сильно упрощается и избавляется от излишней перегруженности ложными субъективными сущностями. Поскольку мы с вами уже смотрели историю нефти в золоте и в долларе в роликах, которые я уже упоминал, то мы сразу переходим к нефти в золоте. Это нефть Light или сорт VTI, американский сорт VTI. В золоте с 1860 года. Это максимум 1860 года. Он здесь немножко не влез. И по настоящее время. График отображен в десятилетних свечах. То есть одна свечка – это 10 лет. Вот они, свечки. Как обычно, напомню, что все используемые в этом ролике графики есть в публикации в Дзене. И если вам удобнее смотреть график отдельно из публикации, просто тормозните ролик и откройте в Дзене публикацию к этому ролику по ссылке в описании этого видео под этим роликом. Стандартные графики нефти, газа и других товаров в масштабах от минут до месяцев можно посмотреть на сайте Финама. Ссылки на график нефти Light, то есть на сорт VTI, в закрепленном сообщении к этому ролику. Ниже в этом закрепленном сообщении есть ссылки на обучающие программы Финам и на процедуры открытия брокерских счетов.
Напомню нашу логику анализа и прогнозирования рынков. В этом месте я немножко повторюсь. Потому что поэтому те, кто смотрел все или почти все ролики, потерпите, пожалуйста. Это отступление для тех, кто начал смотреть наш с вами канал недавно и еще не смотрел предыдущие ролики. Поскольку абсолютно все, подчеркиваю, абсолютно все экономические законы, а также приметы теханализа были подмечены и открыты до 70-х годов. На графике это место помечено вот этой вот красной вертикальной линией. То это означает, что все эти законы были открыты на временных рядах экономических данных, отраженных в золоте. Соответственно, следует предположить, что именно для этого отображения эти законы приметы и будут работать лучше. Раньше я уже об этом говорил, что, основываясь на собственном опыте, я утверждаю, что для технического анализа это именно так и есть. Это чисто экспериментальный факт. С экономическими законами то же самое. В первую очередь это связано с тем, что как только был сделан переход от золотого обеспечения доллара к бумажному, а это нелинейное преобразование, то сразу перестали работать экономические законы, оставшиеся в неизменной форме. Это примерно так, как если бы на машину вместо руля поставить два рычага, как у трактора, и управлять им так же, как будто все еще стоит руль. Как вы, наверное, помните, и от рассмотренной нами истории нефти в долларе и золоте, что до начала 70-х, вот до вот этого момента, то есть до момента замены обеспечения доллара с золота на бумажный стандарт, что в золоте, что в долларе, то есть вот этот фрагмент, выглядел практически одинаково, то есть вот эта вот часть. Исключение составил только 1933 год, вот это где-то вот здесь, вот в этом месте примерно, когда доллар был девальвирован к золоту на 60%. Это, кстати, было основной мерой выхода из кризиса Великой депрессии. Девальвация валюты сократила реальные затраты капитала на труд, повысив его рентабельность, но это резко сократило емкость потребительского рынка, то есть объемы производства. Для этого потребовались новые рынки сбыта, поэтому совершенно случайно приключилась война по переделу рынков и сфер влияния. Как вы помните, война эта называлась Вторая мировая. Это общая схема выхода Запада из кризисов в последние 100-150 лет. Сокращение расходов на труд, что сокращает покупательную способность потребителя и требует завоевания новых рынков для сохранения объемов производства. Сейчас Штаты хотят перенести производство к себе, а значит увеличить расходы на труд по сравнению с тем, как это сейчас, например, выглядит в Китае. И поэтому для сохранения объемов производства им нужны абсолютно все рынки и убийство абсолютно всех остальных производителей-конкурентов, чтобы убрать альтернативу. Здесь без иллюзий. Ничего личного, чистая экономика, помноженная на жадность. Как только бабуинские начала капитализма вступают в противоречие с ширмой либеральных ценностей, ширмы отправляются на свалку. К концу 60-х, то есть примерно вот в этом вот месте, вот здесь вот в этом месте примерно, жадность победила страх, и доллар еще раз девальвировали. Первый раз в 30-х, а в 60-х еще раз. Как вы помните, в 70-х доллар уронили к золоту примерно в 30 раз. А реально уменьшенную зарплату наемного труда в 80-х как бы на время заткнули кредитами. Возникшую потребность в рынках без боя за деньгу малую удовлетворили Горбачев и Ельцин, сдав советский блок. Кто помнит 90-е, на себе ощутил цену этой сдачи. Как мы увидим далее, на нефти и позднее на Доу Джонсе хватило этого только до начала 2000-х. То есть вот примерно до этого времени. Примерно лет на 15-20. Но доллар с 2000-х девальвировали к золоту
еще почти в 10 раз. Но это уже почти не помогает, потому что Западу не удается убить конкурентов, которых они же сами вырастили, и монопольно захватить абсолютно все рынки. По этому труду прописали через ЛГБТ сокращать затраты на размножение и идти пешком, собирать червячков, чтобы хавать. Это в двух словах и есть суть зеленого инклюзива. А чтоб не шалили, камеры и автоматизированная обработка болтовни и поведения при помощи GPT-чата. Провинившимся прививку для выбраковки. Во второй половине 2010-х, вот здесь примерно, за новыми рынками и ресурсами пришли к России и Ближнему Востоку. Европа, Китай, Индия, Япония и Африка пойдут вторым эшелоном. Этот короткий схематичный экскурс был нужен для того, чтобы правильно понимать экономический и геополитический смысл тенденций на рынке нефти. Напоминаю, что в золоте мы больше видим экономическую картину, а в фиатных валютах мы видим больше финансовую картину. Предупреждаю, что так ни в коем случае нельзя отвечать на экономических факультетах или на экзаменах. Светлоликие тут же вас отведут на костер. Поэтому мы сначала смотрим актив или товар в золоте, а потом сопоставляем эту картину и прогноз с прогнозом этой операционной валюты, актива, к золоту. Это помогает нам лучше понять динамику активов, традиционной для него фиатной валюте. В данном случае мы говорим о нефти в долларе. Поэтому сейчас смотрим десятилетний график нефти в золоте. Обратите внимание, что после падения нефти в 60-70-х годах 19 века, вот он, на усовершенствование производственных процессов добычи и сдувание пузыря стартаповости нового продукта, начиная с 20 века нефть фактически вошла в четкий коридор 0,03, 0,08 унции за баррель. И более 100 лет, 80-90% времени, она преимущественно находилась в этом коридоре. Вот оно, движение нефти в этом коридоре. С точки зрения классического технического анализа, фрагмент с начала 20 века, то есть вот этот вот он. И по наше время это ярко выраженный классический, немного наклоненный, вот он наклоненный вниз, флаг. Вот его границы, верхняя и нижняя. Это очень сильный признак готовности рынка нефти в золоте к глобальному развороту вверх. Ну вот куда-то сюда. Те, кто хоть немного знаком хотя бы с азами технического анализа, четко видят, что этот флаг, вот этот флаг, и его древко, вот оно здесь начинается, вот оно. Как будто бы из учебника. Это иллюстрация качества работы теханализа в золотом отображении. Ну, то, о котором я говорил. Но напоминаю, что сама фигура, свечная конструкция, паттерн и так далее являются только потенциальной возможностью. То есть они являются признаком сложившихся благоприятных условий для начала новой тенденции. Но для начала развития самой новой тенденции обязательным условием является пробой этой фигуры, свечной конструкции или паттерна в направлении предполагаемой новой тенденции. Хочу предупредить, что дотошно рассматривать свечные конструкции в этом десятилетнем отображении нужно с большой осторожностью, поскольку возникает проблема, от какого времени считать начало десятилетия. Сейчас, в силу особенностей программы, которой я пользуюсь, десятилетие начинается примерно с каждого 4-го года календарной десятилетки. Сами годы, как вы помните, отсчитываются от Рождества Христова. Ну, то есть нулевые годы отсчитываются от Рождества Христова. У китайцев, индусов, японцев и, кстати, в старославянской традиции многолетние циклы были примерно согласованы с циклами солнечной активности. Я после некоторых исследований полагаю, что именно такой подход, по крайней мере для изучения рынков, более верный.
Глядя на рынок, мы с вами можем четко обозначить долгосрочные зоны сопротивления и поддержки. Условно нормальные колебания – это диапазон 0,3 унции, 0,08 унции. То есть вот его верхняя граница. Выход за эту зону вниз – это необоснованно экстремально низкие цены, свидетельствующие об очень сильном экономическом кризисе, что за последние 100-150 лет происходило всего 2-3 раза. Ну вот скажем так вот. Раз, два, три, сейчас 4-й раз. Последний раз произошел, естественно, недавно, в 2020. Вот он. После известного болезнебесия. Такой выход нефти вниз за 0,3 унции, вот такой или вот такой, это сигнал присмотреться к возможностям стратегических решений, типа покупки месторождений и поглощения добытчиков. Обычно это делается методами потрясания фальшивыми пробирками в ООН. Ну, как вы помните, Колин Пауэлл этим отметился. Или при помощи Майданов, или с помощью гуманитарных бомбардировок, или прочих общечеловеческих и либеральных ценностей. Ну, куда без них. Выход из этой зоны вверх, то есть выше 0,08 унций за баррель, это либо дисбаланс платежеспособного спроса и предложения вследствие дефицита нефти, или вследствие перестимулированности спроса. Либо это сигнал того, что происходят фундаментальные подвижки удорожания себестоимости добычи в силу объективных причин. Но сейчас мы в ближайшие 5, 10, 15, 20 лет подойдем именно к этой ситуации. Обратите внимание, что подход к нижней границе диапазона к уровню 0,03 унции говорит о том, что сейчас, то есть что вот сейчас вот туда цены подошли, что и сейчас приключился серьезный кризисный тупичок. И поэтому по причине падения спроса в экономике упал спрос на энергию. А значит, пора при помощи войны и других демократических инструментов приобретать источники энергии и переделать рынки сбыта. А после передела рынков сбыта и расширения продаж их новыми собственниками ожидать нового подъема нефти. Ну вот для примера. Вот низ конца десятых годов, середины десятых годов 20 века. И, соответственно, начало Первой мировой войны для передела добычи и рынков сбыта. А потом рост нефти в 20-х. Вот он. В связи со свершившимся переделом в пользу Штатов, ну и там получением уже всяких разных шоколадных конфет в результате этого. Вот падение нефти конца 20-х. И, соответственно, Вторая мировая. Вот здесь все это началось. С теми же самыми процедурами передела. И последующий рост нефти вследствие этих переделов в 50-х, 60-х. Вот он, рост 50-х, 60-х. Вот начало 70-х. То есть это 60-е, 70-е годы. Когда Запад, опасаясь ядерного оружия, без войны подбил СССР увеличить объемы экспорта нефти. То есть, грубо говоря, поставь увеличение предложения нефти на Западе. Роль результатов войны в части расширения рынков роль результатов войны в части расширения рынков сыграло рейгановское расширение рынков сбыта, такое полуэффективное, за счет наращивания кредита. Вот этот рост нефти 80-х годов. То есть был простимулирован за счет кредита внутренний спрос, он создал эффект расширения рынков, вот нефть на это отреагировала. То есть это примерно первая половина 80-х годов. До середины примерно, там, до второй трети. Но поскольку это было не натуральное расширение рынков, поддержанное не настоящим спросом, а только в кредит, то есть временное, то в конце 80-х, начале 90-х, вот он, сразу опять начался обвал экономики, ну и, соответственно, спроса на нефть. В начале 90-х предатели, плохиши Горбачев и Ельцин сдали СССР за банку варенья и коробку печенья. Проблема захвата и перераспределения дешевых энергоносителей решалась уничтожением промышленности СССР с
снижением внутреннего потребления в СССР энергоносителей и выбрасыванием избытка энергоносителей на рынок, в общем-то, в основном Европы. Вот подъем второй половины 90-х и начала 2000-х годов. Это следствие воровства ресурсов СССР и передела его рынков сбыта. То, что сейчас происходит в Европе в части уничтожения потребителей энергоносителей, то есть уничтожения промышленности, это прямая аналогия с развалом СССР и 90-ми на постсоветском пространстве. Импульс подъема спроса на энергоносители 90-х, вот этот вот, от раздела ресурсов и рынков СССР, закончился в первой половине 2000-х. Вот здесь вот был максимум. Вот он. Это примерно середина 2000-х годов. Со второй половины 2000-х начался спад спроса на энергию, который продолжается по сегодняшний день. То есть мы сейчас вот здесь находимся. Обращаю ваше внимание, что пока наиболее подобным сегодняшнему спаду является спад 30-х годов. Вот он. Что было там выходом из этого кризиса, мы все хорошо с вами знаем. Вторая мировая. Если бороться с этим спадом старыми капиталистическими методами, то англосаксам нужно захватить и увеличить дешевую добычу. И расшириться, имеется в виду добычу энергии в той или иной форме. И расшириться на новые рынки сбыта. Роль расширения добычи пока играет сланцевая нефть и газ и зеленая энергетика. Но они, как известно, по совершенно объективным физико-технологическим причинам в 1,5-3 раза дороже традиционной добычи. А с термоядом, как уже было сказано ранее, вышла незадача еще лет на 50 на 100. С новыми рынками для носильщиков тяжелого бремени белого человека тоже засада. Эти рынки плотно контролируются Китаем и Индией, и без боя их никто не отдаст. Единственное, что под руками, это рынок Европы. Но захват и подчинение его американцами – это что-то вроде каннибализма. Так кто же на это будет оглядываться? Экономику Европы англосаксы валят через энергодефицит. Нет энергии – нет производства. Основные инструменты сокращения энергопотребления – зеленая повестка и реанимация русофобии через провокацию России на СВО. В Европе это прокатывает, но опускать остальной мир пока помогает не очень. Потому что Индия и Китай, оправившись от пандемии бесия, не сокращают потребление энергии, а стратегически наращивают. Китай, Индия и Япония объективно следующие, на кого наедут. Судя по валютному рынку, начнется, похоже, с Японии. Иена собралась в ближайшие годы в разы обвалиться к доллару. А в падении к золоту иена впереди планеты всей. Иена несколько дней назад пробила к доллару вверх ключевой уровень 151,95. И теперь в ближайшие 5-10 лет будет лететь к доллару как минимум в район 200-350. Примерно в район даже 250-350. Иена, похоже, будет первым жертвоприношением доллару современными фин-алхимиками. Иена в этом плане вырвалась вперед по сравнению с другими резервными валютами. Поэтому после недвижки и фондовых рынков мы ее и евро посмотрим в золоте первыми. Увеличение вероятности долгосрочного обвала иены к доллару говорит о том, что в разрастающейся Третьей мировой войне резко выросла вероятность обострения на дальневосточном ТВД. С этого момента мы с вами отслеживаем этот военно-политический прогноз. В ближайшие годы в лидеры по скорости роста потребления энергии выйдет Россия. Я не поддерживаю прогнозы роста нашей экономики на ближайшие годы в 2-3%. На мой взгляд, изображение этого роста и сокрытие реального роста – это наша правильная игра волка в овечьей шкуре. Я полагаю, что в ближайшие 2-3 года мы выйдем на сталинские 10-15% в год, и 10-15 лет это будет первой предварительной фазой реализации стратегии России по выводу мира из глобальной экономической катастрофы тысячелетия. Почему об этом молчит президент?
Все просто. Во-первых, вспомните, как вел себя Карелин перед боем с японским бойцом всех времен и народов. Ну, там, в начале 2000-х. Или в конце 90-х, я уж сейчас не помню. Он, разминаясь в ответ на вал угроз и насмешек, со спокойной ироничной улыбкой сказал: «Бой покажет». А во-вторых, наш рост и уверенные перспективы – это лишняя красная тряпка для быковатого Запада. Нисходящий флаг, то есть это техническая фигурка, дает нам возможность оценить примерную область цен нефти в золоте, когда и если этот флаг будет пробит вверх. Подчеркиваю, когда и если. То есть от верхней границы, то есть для этого от верхней границы флага, а это примерно 0,15 унции, нужно отложить вверх ширину флага. Это примерно тоже еще 0,15 унции. Получается целевая зона примерно 0,3 унции. То есть это примерно вот здесь. А это примерно уровень цен нефти в золоте, когда только начиналась ее промышленная добыча в середине 19 века. Вот это место. Вот это был начальный уровень цен, ну а это вот, скажем так, такой средневзвешенный. Фундаментальной причиной такого роста будет резкое увеличение реальной себестоимости добычи в ближайшие 15, 20, 25 лет. То есть увеличение себестоимости добычи в золоте к уровням середины 19 века. Тогда себестоимость была высокой и за несовершенство технологий добычи. Сейчас она растет из-за ухудшения доступности нефти, то есть колодец глубже, черпать дольше. Прошу особо отметить, что вот этот уровень 0,3 унции за баррель, это почти в 10 раз, сейчас 0,34, примерно, ну 0,35, это почти в 10 раз выше текущего уровня цен в золоте. Причем, заметьте, не просто в 10 раз, а в 10 раз выше в золоте. Примерно в этом же горизонте 30-50 лет мы с вами видели очень высокую вероятность падения доллара к золоту как минимум в разы. Поэтому в случае развития этого сценария пробоя вверх флага в золоте, рост цен на нефть в долларах на этом 30-50-летнем горизонте в несколько десятков раз не должен будет нас удивить. Фактически, для долларовой зоны это означает «здравствуйте, святые 90-е». А не какой-то переход в какой-то там следующий технологический уклад. В англосаксонской интерпретации это, скорее всего, будет что-то вроде снэча, карты «Деньги, два ствола» или «Не грози Южному центру». Но только в реальной жизни и на максималках. Для неуравновешенных людей особо подчеркну, что сейчас мы смотрим рынок в 10-летних свечах. И здесь пара свечей – это 20 лет. Бежать и блажить о том, что завтра все пропало, не нужно. Время пока есть. Очевидно, что для того, чтобы что-то изменилось в этом масштабе, в направлении пробоя флага, то есть вот сюда вот, именно как минимум пару свечей и нужно. Еще один момент. Помимо флага видим на графике большой треугольник. Вот. Вот и стороны этого треугольника. Во-первых, его пробой может быть ниже, то есть он вот здесь может произойти. И это тоже очень сильный сигнал к росту. Во-вторых, место пересечения сторон треугольника показывает время, когда будет главный максимум рынка нефти в золоте, в долларовой зоне. Условно, это конец этого, начало следующего века. То есть примерно где-нибудь там или в конце 90-х годов, или в начале там нулевых десятых следующего века. Это предварительная оценка продолжительности темных веков для долларовой зоны, если она не примет предложение России по выходу из экономической катастрофы тысячелетия. Заметьте, что оценка длительности кризиса для долларовой зоны по порядку величин совпадает с теми оценками, которые мы делали для продолжительности падения доллара к золоту в долгосрочном прогнозе золото-доллар. Можете его глянуть. Возможную оценку
в 3 унции за баррель, мы с вами получили как прямую чисто техническую оценку по американскому рынку нефти. Ну, то есть по рынку нефти в долларах. Зададимся вопросом, можем ли мы ее попробовать получить каким-либо другим способом, ну, то есть чтобы увеличить вероятность подтверждения. Напомню, что нечто похожее 0,2-0,4 унции за баррель мы с вами получали в третьей части ролика по истории нефти через конкурентную оценку с условной зеленой энергетикой 19 века. Ссылка на этот ролик была чуть раньше на экране и есть под этим видео. Третий путь, как можно получить подобные оценки, это анализ динамики и прогноз стоимости в золоте сланцевой нефти. Но мы пойдем несколько иным, слегка нестандартным, но более простым путем. Мы попробуем найти слабое звено в энергетических товарах. Или энергетический товар, опережающий динамику нефти. К счастью, такой товар нашелся. Как ни странно, это природный газ. С одной стороны, газ так же, как и нефть, является энергетическим товаром, и до конца десятых годов цены на него в Европе устанавливались в энергетической привязке к нефти. А с другой стороны, он до недавнего времени был гораздо более реагенеризирован, чем нефть. Смотрим долгосрочный график газа в золоте. Справа у нас вот здесь вот нефть в десятилетнем масштабе, а слева газ на американском рынке в унциях золота за 10 тысяч миллионов британских тепловых единиц, то есть за 10 тысяч ММВТУ. То есть газ тоже в десятилетнем масштабе. Сначала поясню то, как был продлен график газа влево до середины 19 века. Он был восстановлен по нефти. Реальная торговая история по газу на американском рынке начинается примерно с конца 80-х, то есть примерно вот отсюда. Исходя из энергетического содержания, цены на нефть до этого периода были ренормированы и присоединены к ценам на газ. То есть вот в этом месте примерно. Этот продленный до середины 19 века график на газ нельзя воспринимать как точные котировки там, или точное моделирование. Ошибка продления десятки процентов, а может быть и в разы. Но нам важен примерный порядок величин, то есть с точностью там 5-10 раз. То есть этот график нужно оценивать как примерную иллюстрацию. Так же, как и в нефти, в десятилетнем масштабе не отразились максимальные цены. Они были, то есть на газ, они были примерно вот здесь вот. Это издержки программы. Примерно вот здесь вот они, эти цены. 0,05 унции за 10 тысяч ММБТУ. Единицами себе вот этими МБТУ голову не морочите. Нам важна только сама картинка, то есть как примерная иллюстрация того, что может произойти, если в нефти будет пробит вверх наш столетний флаг. То есть вот этот вот. В газе он не очень четко прорисован, то есть вот здесь вот. Но аналогичный диапазон мы видим очень хорошо. Вот он. То есть я его пометил красными линиями. Это диапазон аналогичный нефти. Пробит вверх этот диапазон в газе на американском рынке был в 2001 году. Вот здесь. И смотрим. Цены улетели аж под максимум середины 19 века. Вот они. Первая половина 2000-х годов. То есть как-то даже выше, чем мы с вами оценивали через размер флага в нефти. То есть выше, чем вот здесь вот. Еще раз подчеркиваю, ни в коем случае эти оценки нельзя воспринимать как точный расчет или прогноз. Их можно воспринимать только как очень примерные оценки, даже не уровней, а только как очень примерного характера поведения в случае пробоя флага. Здесь мы с вами получили примерно похожий результат, как и в случае двух предыдущих оценок. То есть из технического анализа и из оценки конкурентоспособности зеленой энергетики 19 века. Пока не пробит вверх флаг в нефти, наш результат ни в коем случае нельзя воспринимать как прогноз. Это только оценки возможных диапазонов движения, если, внимание, если будет пробит вверх флаг в нефти в ближайшие годы. Смотрим на газ и понимаем,
что на самом деле это может произойти относительно быстро, всего за одну свечу. Ну вот, допустим, смотрите, все это произошло буквально за несколько лет. Но напоминаю, что это десятилетний масштаб, и одна свеча – это примерно 10 лет. Для расширения кругозора и для геополитических выводов, и чтобы 2 раза там уж потом не вставать, глянем еще динамику газа в золоте в Европе. Британию для наших качественных оценок смотреть не будем. Там в газе все примерно как в Европе, с точностью до 10, 15, 20%. Вот справа этот тоже продленный влево график газа в Европе в унциях золота за 10 тысяч ММБТУ. Этот график, вот он газ в Европе, в годовом масштабе. Адекватно отобразить его в десятилетнем масштабе не позволяет структура базы цен и особенности используемой программы. Но сейчас это не очень важно. Нам нет необходимости точно смотреть на десятилетние свечи. Нам только нужно примерно посмотреть сравнительную динамику европейского и американского рынка газа в золоте. Чтобы удобнее было смотреть, перейдем в американском рынке газа тоже в годы. Вот так вот сделаем. И вот так вот. Теперь оба рынка, и американский, вот он, и европейский, оба в годовом масштабе. Европейский рынок ТТФ специально был организован в Европе в начале 2000-х годов, чтобы использовать его для разрушения поставок газа из России. То есть дата начала торговли в ТТФ, сейчас так немножко приопустим, вот она, вот здесь 2001 год, помечена пунктирной линией, вот она, вот начало торговли на ТТФ. В Европе газ торгуется в тысячах кубических метров. В Штатах и в Британии в британских энергетических единицах, то есть БТУ. Вот на этом графике, для того, чтобы можно было адекватно сравнивать цены европейского рынка переведены как у англосаксов в унции за 10 тысяч ММБТУ. То есть и на левом, и на правом графике цены измеряются в абсолютно одних и тех же величинах. До 2002 года цены на европейском рынке также интерполированы американским рынком. То есть, грубо говоря, здесь цены американского рынка присоединилые, чтобы это для наглядности, чтобы картинка, чтобы можно было ориентироваться по этой картинке, где что находится, по примерным уровням. Это немного грубовато, но для текущих целей это не очень важно. Точность нам не нужна, а важен только масштаб и качественная картинка, поскольку, как мы увидим дальше, цены на газ в Европе в 2000-х были даже ниже, чем в Штатах. То, что может произойти с ценами на нефть при выходе вверх из диапазона 90-х годов прошлого века, мы уже примерно оценили. Теперь мы посмотрим на то, как Европа может выступить застрельщиком этих изменений. Для этого посмотрим на эти графики с конца 90-х и по наше время. Слева у нас газ в золоте в Америке середины 90-х годов в годовых свечах до нашего времени. Справа это у нас Европа, тоже в годовых свечах. До 2001 года, то есть примерно вот до сюда, график Европы восстановленный, поэтому совершенно одинаковый с Америкой. То есть нас интересует основная вот эта часть. И в общем-то, отличия начинаются только с 2002 года. Собственно, с того времени, когда в Европе начали организовывать рынок спотового газа, который называется ТТФ. Обратите внимание, что до середины 2000-х, то есть примерно вот до этого времени, цены на газ в Европе, вот обратите внимание, вот где 0,2, примерно на 10-15% ниже, чем в Штатах. Вот в Америке они чуть повыше, примерно 10-15%. Для американцев это был большой непорядок по двум причинам. Во-первых, это давало европейской промышленности конкурентные преимущества перед американцами. Именно из этого дешевого газа и приключилось германское экономическое чудо 90-х, 2000-х. Все остальное маркетинговая болтовня. Дешевый русский газ
поступавший через Польшу, был единственной причиной, позволявшей немцам надувать щеки. А во-вторых, дешевый русский газ в Европе не позволял американцам начать сланцевый газовый проект, поскольку сланцевый газ еще дороже, чем просто американский биржевой газ. Подчеркиваю, сейчас мы с вами сравниваем американский биржевой внутренний рынок газа со внутренним биржевым рынком газа в Европе. Виновник всего этого безобразия – Россия со своим суперэффективным «Газпромом». Это он нагло продавал Европе газ по нормальной цене, прилично при этом зарабатывал и не давал светлоликим англосаксам навариться. Наглость, конечно, несусветная. Разве ж мог белый человек, изнывающий под тяжким бременем Киплинга, с этим смириться? Да ни в коем случае. Себестоимость сланцевого газа находится в пределах от 0,07 до 0,12 унций за 10 тысяч ММВТУ. Вот границы его себестоимости на обоих графиках обозначены вот этими синими линиями. Вот они, толстые. На графике показана условная средняя себестоимость. Поэтому из-за своей себестоимости сланцевый газ сугубо экспортный товар для рынков с ценами в разы выше, чем на американском рынке. Заодно и вопрос конкурентоспособности Европы решился в правильном направлении. В каком направлении? Так Нуланд же в 2014 году на Майдане прямо сказала: «Fuck the EU». Качок цен вверх в начале 2000-х, вот этот вот, здесь вот и вот здесь в Штатах, и был нужен для того, чтобы вытащить из нафталина сланцевый проект и начать его разминать и готовить под него арабскую весну 10-х годов и майданный незалежный маркетинг. Бифуркационным, то есть годом, в котором европейский и американский сценарий стоимости газа начали расходиться, является 2009 год. То есть это примерно вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот здесь вот. То есть это вот это вот место примерно. После него американские цены, вот после 2008-2009 года, опустились еще ниже, примерно в 0,02 унции. То есть вот они в 2011-2012 году примерно на этот уровень вышли. А вот европейские цены застряли в 2,5 раза выше. Вот они. Здесь примерно 0,02, а здесь они застряли, вот они, примерно в 0,05 унции. Каковы способы, которыми это достигалось? Газовые войны 2000-х годов, помните? Это они. То есть это вот то, что там на Украине происходило. Всякие нестыковочки. В довершение наняли человечка, склонного к жеванию галстуков, чтобы он из подручных средств изобразил геостратегическую нестабильность в Европе. Под руками у него были только Грузия и галстук. Первый он, насколько хватило сил в холеных ручонках, ударил по России, а галстук от нервов и страха принялся жевать. В 2013-2014 Европа попыталась взять газоперекачивающую систему незалежной под свой контроль, замайданив ее в европейский выбор. Но быстренько приехал Нуланд и на аутентичном пиратском фольклоре объяснил Европе, куда и идти, когда большие пацаны играют. Обратите внимание, все 10-е годы, вот, в Америке реальная цена газа потихоньку подсаживалась с 0,02 примерно в 0,01. Вот примерно вот сюда, вот в это место. А в Европе держалась в районе примерно в 2-2,5 раза выше, то есть в районе 0,05. Но во второй половине десятых годов заколосилось, то есть вот здесь примерно. Заколосились северные потоки. И смотрите, реальные цены на газ в Европе поехали к американским. То есть вот они начали тоже валиться. Примерно к такому же уровню, как в Америке. Обратите внимание, что на протяжении десятых годов нарисовалось 3 восходящих звезды. Раз,
2, 3. То есть друг за другом. Это очень сильный долгосрочный сигнал для роста. Последняя свеча нарисовалась после известной карантинно-медицинской экзекуции миру в 2020. Вот она. Это 2020 год. Обратите внимание, что этот сигнал на пробой вверх сработал в самом начале 2021 года. Вот он, пробой в начале 2021 года. И весь 2021 год, сейчас мы так чуть приопустим, и весь 2021 год цена на газ в Европе летела вверх. Когда в начале 2021 года сработал этот сигнал и начался рост, то есть вот первую половину 2021 года, очень активно он был, до СВО еще был целый год. Но дурь через англосаксонские СМИ начали нагонять и сталкивать цену именно весной 2021 года. Ничего личного, только сланцевый бизнес и большие бабки. Тогда, в начале 2021 года, англосаксами было принято окончательное решение о провоцировании России на СВО. А Зелик просто читал бумажки, какие дяди в ковбойской шляпе сказал. Но не суть, нам не это сейчас нужно. Наша главная цель сейчас рынок нефти и сценарии, которые могут разыграться на нем. Сейчас даже в относительно спокойном состоянии цены на газ в Европе примерно 0,04. Вот они. 0,04. А в Штатах примерно 0,07. То есть в Европе газ сейчас примерно в 5-6 раз дороже, чем в Штатах. Понятно, что в 2021-2022, то есть вот здесь вот, разрыв был совсем циклопический. Подчеркну, что на британском и на дальневосточном рынке газа картина примерно аналогичная. То есть она не сильно отличается от Европы. Это и есть основная среднесрочная экономическая цель американцев. А СВО и поддержание напряженности на Ближнем Востоке нужны для этого газового бизнеса. Разница в ценах на газ делает европейскую экономику и, в общем-то, дальневосточную экономику постепенно делает их неконкурентоспособными с американцами. Бизнес хочет из Европы уходить. Для того, чтобы он не шел в Россию и Китай, опять же нужны СВО и Тайвань. Британия, кстати, попала в эту ситуацию, как и Европа. Основная причина – география, которая определяет логистику. Британцы это понимают, поэтому элиты потихоньку планируют свалить с Туманного Альбиона. Ну, я так полагаю. И я полагаю, что сваливать в основном они будут в Новую Зеландию. Именно поэтому Зеландия ими минимально светится во всяких агрессивных спектаклях и сценариях. Похоже, что англичане решили приберечь ее для собственной жизни. Таким образом, Штаты за счет союзников накапливают экономические ресурсы, то есть перекачивают их к себе через цены на газ. Для экономической, а может быть и для горячей войны с Китаем. Это наталкивает нас на предположение, что нечто подобное, как с газом, может реализовываться и с нефтью. То есть цены на европейскую нефть, то есть на сорт Brent, начнут становиться существенно выше, чем на американскую, то есть на VTI. Давайте проверимся. Сделать это очень просто. Мы просто посмотрим разницу цен нефти сорта VTI и сорта Brent. Это график разницы цен нефти Brent и VTI в годовых свечах. Вот он. Здесь из цен Брента вычтены цены VTI. То есть, когда цены выше нуля, то есть, например, вот здесь, на графике 0 обозначен вот этой красной пунктирной линией. То есть, когда цены выше нуля, то цены в Европе, то есть цены Брента, выше, чем цены американского сорта VTI. В 90-х годах и в первой половине 2000-х, вот здесь вот, нефть в Европе стоила дешевле, чем в Штатах. Это, в общем-то, и понятно. В 90-х вследствие либерально-приватизационного воровства
экономика России обвалилась. В первую очередь за счет промышленного производства. Поэтому внутреннее потребление энергоресурсов, в основном нефти и газа, сократилось почти вдвое. Вся эта разница оказалась в Европе, и там начался праздник. Напомню, что перед этим обвалом ВВП СССР был вторым в мире, не критично отставая от ВВП США. Китайский ВВП был тогда в 2 раза меньше российского, а ВВП Украины был существенно больше, чем ВВП ФРГ. То есть вся Европа по сравнению с СССР была чем-то вроде низкорослого пигмея. Конечно же, в этой ситуации перестройка и разрушительные воровские либеральные реформы были крайне необходимы. За счет более низких цен на энергоносители европейские производители получили конкурентные преимущества перед Штатами. И приключилось германское экономическое чудо. Теперь вы понимаете, что ларчик этого чуда открывался очень просто. И все басни про чудесные технологии не более чем байки. В реалиях все просто. Более дешевый, чем в Штатах, нефть и газ, и никаких чудес. Очевидно, что первое решение задачи конкурентоспособности Европы со Штатами началось в 2001 году. Где-то вот здесь вот. Помните с чего? Правильно. С подрыва башен в Нью-Йорке в 2001 году. Поскольку к этому старательно прикрутили исламский след, то это легитимизировало залезание англосаксов на Ближний Восток. За этим последовала его дестабилизация американцами через Афганистан и Ирак, а позже были Ливия и Сирия. В середине 2000-х, вот здесь вот, ситуация для Штатов стала совсем критической. Совершенно случайно, как вы помните, во второй половине 2000-х начались первые нестабильности на Ближнем Востоке. Именно в это время Владимир Владимирович предложил Западу и в первую очередь Европе согласованную энергетическую программу действий. В ответ мы получили гнусное глумление. Определенная ребалансировка европейского и американского рынков нефти произошла во время кризиса 2008 года. Вот здесь вот. Саакашвили для этого и был поставлен Штатами. В 2008 году он своим военным демаршем изобразил нестабильность в Восточной Европе. И этим поменял соотношение цен. Вот он процесс изменения соотношения цен. А тем временем, к началу десятых, опять же совершенно случайно, около ближневосточной нефти, самонародились всякие революции достоинства и незалежности, которые тогда назвали арабской весной. Критическим стал 2011 год. Вот он. Помните, что было в начале 2011 года? Правильно. Весной 2011 года неожиданно и совершенно случайно приключилась Фукусима. Несмотря на то, что нашими специалистами там, в океане, был обнаружен цезий, мы с вами не будем впадать в конспирологию с ядерными бомбами и цунами. А просто констатируем, что цунами приключилось очень вовремя и совершенно случайно легло на сосредоточенную и целенаправленную работу незримой руки рынка. Вот рука работала, и вдруг приключилась Фукусима. После Фукусимы Япония и Европа начали сворачивать ядерные энергетические программы. А Япония и Германия сказали заокеанскому сидерезу: «Я воль, мой господин», и начали закрытие всех атомных электростанций. Помимо дефицита нефти, к этому времени начал созревать и дефицит энергетического урана. Поэтому совершенно точно цунами на Фукусиме – это природная случайность, которая совершенно непредсказуемо убрала с рынка урана несколько десятков процентов спроса со стороны Японии и Европы. Обратите внимание, что разница цен на нефть в Европе и в Штатах почти 3 года, 11, 12 и 13 год, держалась в районе 12-20 долларов. То есть вот это трехлетие. На Дальнем Востоке картина была еще более явной, поскольку Япония заглушила все ядерные реакторы и бодро вышла на рынок углеводородов.
замещая дешевую ядерную энергетику более дорогим американским сланцем. Китай, естественно, эта волна подорожания энергоносителей зацепила тоже. Именно это и явилось причиной последующего постепенного снижения темпов роста его экономики в десятых и начале 20-х годов. Все ж просто. Чем дороже условный бензин, тем меньше ездишь на условном автомобиле. Европа, как и Япония, тоже приступила к строительству первых регасификационных терминалов в начале десятых годов. В истории со сланцем тоже видим очень удачно сработавшую невидимую руку рынка. Как вы видите, зеленая энергетика, которой начала блажить Европа, это не совсем уж идиотизм, а абсолютно вынужденная, но тем не менее совершенно идиотская мера. Этот идиотизм является прямым следствием отказа от предложения Владимира Владимировича, которое он делал в Европе в середине нулевых. А его мюнхенская речь была следствием отказа Европы от его предложений. Как мне кажется, одной из причин отказа Европы от наших предложений была неверная оценка и ставка на термояд. Европейский термояд – это проект ИТЕР. Термоядерный энергетический демонстратор на основе советской технологии 60-х годов прошлого века «Токамак». По всей видимости, Европа неправильно оценила готовность этой технологии и вероятные сроки для ее промышленного внедрения. Первоначально европейцы планировали запуск демонстратора ИТЕР где-то примерно в начале 20-х годов. Очевидно, что зеленая энергетика, как второй компонент термояда, в этом случае не выглядит идиотизмом. Но общая деградация западной технической мысли к началу 2000-х не позволила адекватно оценить этапы и сроки выхода на термоядерную генерацию. Сейчас запуск только демонстратора уже планируется на вторую половину 30-40-е годы. Но это только демонстратор, еще неизвестно, каковы будут его экономические параметры. Кстати, одну из технических проблем, которая сдвинула запуск европейского термоядерного демонстратора как минимум на 3-5 лет, подбросили южнокорейцы. Они отвечали за изготовление корпуса тороидальной камеры, фактически сердца термоядерного реактора. Эта камера состоит из двух частей. Так вот, по всей видимости, из-за того, что в Южной Корее есть несколько американских баз, или по причине того, что Петров с Башировым перед Скрипалями в Солсбери сначала сгоняли в Южную Корею, корейцы сделали эти две части камеры с нарушением размеров технической документации. И теперь эти части просто не стыкуются. А первая часть уже вмонтирована в корпус будущего реактора. То есть сейчас ее надо разламывать, заказывать новый корпус и все перестраивать. А тем временем зеленая ветка ветряков и солнца реализовывалась в полный рост. Не отменять же уже поделенные и потраченные прибыли. Параллельно реализовывался зеленый наезд на весь остальной мир, чтобы типа нагнуть его на дешевом термояде и захватить. Но теперь-то ясно, что без термояда, который может будет к концу столетия, а может быть и нет, вся эта зеленая блажь – голый мазохизм и профанация. Я полагаю, что на самом деле первыми и несколько раньше термояд запустим мы. Ну, наверное, на иной технологии. Что-то мне это подсказывает. Возвращаемся к разнице цен нефти Brent и WTI, то есть вот сюда, вот к этому графику. Чисто технически вся конструкция со второй половины 2000-х, вот это вот, по настоящее время, с наибольшей вероятностью является только первым импульсом. И более вероятным сценарием в ближайшие годы является формирование нового максимума, существенно выше, то есть где-то вот здесь, существенно выше $26. Критериями увеличения вероятности этого сценария являются пробой максимума 2022 года, вот здесь, вот этого максимума. Критерий пробоя максимума 2022 года одновременно является и признаком пробоя вверх нисходящего треугольника. Вот он. Вот этот треугольник. Пробой такого треугольника тоже очень сильный критерий роста. Теперь вы лучше понимаете энергоэкономический смысл втягивания англосаксами Европы в противостояние с Россией. Опять же, очень вовремя подоспело, в кавычках, совершенно случайное обострение между евреями и арабами на Ближнем Востоке. Вот так на самом деле нужно делать воронки продаж, а
не зазывать незримую руку рынка через охрененные рекламные бюджеты и через GPT-камлание. Второй критерий чуть большего, но чуть большего масштаба, усиливающий вероятность сильного роста разницы цен в Европе и Штатах, то есть куда-то вот сюда вот, это пробой вверх максимума 2018 года, то есть вот этого места. Полагаю, что заботливо и аккуратно запаливаемый англосаксами Ближний Восток справится с этими двумя задачами, то есть с максимумом 2018 года, то есть с максимумом 2022 года и с максимумом 2018 года. При этом, правда, сгорит Израиль, но Израиль – это давно запасенное сухое полено для англосаксонского двигателя прогресса. Или, как они любят говорить, ничего личного, чистый бизнес. Полагаю, что это извиняет их людоедскую сущность белого человека, обремененного ношей цивилизаторства. Запаливание англосаксами Ближнего Востока, аналогичнее как в Европе, картине на рынке энергоносителей приведет и на Дальнем Востоке. А когда Индия и Китай сядут на голодный энергетический паёк, глядишь, и война между ними заколосится. Покидались ядерными бомбами в районе проживания 4-5 миллиардов человек, вот тебе и сокращение населения. Поэтому Индии и Китаю нужно очень аккуратно и бережно относиться к отношениям с Россией и вдумчиво и сосредоточенно вкладываться вместе с ней в Северный морской путь. И аккуратно мочить всякие зачатки аукусов, потому что это чисто пиратский проект для блокировки морских поставок энергоносителей с Ближнего Востока и посадки их экономик на голодный энергетический паёк, имеется в виду экономик Индии и Китая, ну и всего Дальнего Востока. Второй Китай из Индии англосаксам не нужен, а вот Индию в качестве незалежной для Китая очень даже хотелось бы. В качестве запасной незалежной для Китая, пожалуй, будут выступать Япония с Филиппинами, если мозги не включат. Таким образом, совершенно четко видим, что по англосаксонскому людоедскому сценарию мир будет распадаться не на какие-то пресловутые валютные зоны или панрегионы, а на банальные энергетические зоны, которые будут отличаться по степени доступа к энергоресурсам. Это тупо отразится в региональной разнице цен на энергоносители, а значит и на общем уровне цен товаров и конкурентоспособности всего остального мира с США, ну естественно, кроме России. Наша совместная стратегия в рамках БРИКС – это противодействие этому людоедскому сценарию. Инструментов 3 – политический, военный и экономический. Но в основе всего лежит экономический сценарий, поэтому если нет решения экономического противоречия, главного экономического противоречия, политические и военные усилия бесполезны. Без решения основного экономического противоречия военные методы просто превратятся в бесконечные военные бадания типа 30-летней или 100-летней войн. А технико-экономическое решение этого противоречия есть только у России. Именно оно и является техноэкономической основой стратегии России по выводу мира из глобальной экономической катастрофы тысячелетия. Эту стратегию Владимир Владимирович реализует как минимум с конца 90-х, начала 2000-х. Программа развития России до 2030-2035 годов, озвученная президентом перед выборами, это первый подготовительный этап реализации этой глобальной экономической стратегии. Первый этап условно назван экономикой предложения. Повторяю, это подготовительный этап создания инфраструктуры и новейших производственных мощностей в России и этап первичного импортозамещения на внутреннем рынке. Имеется в виду первичного технологического импортозамещения индустриальных технологий. На этом месте мы с вами закончим первую часть ролика долгосрочного и среднесрочного прогноза нефти. Через несколько дней выйдет, буквально сразу почти выйдет вторая часть ролика. Во второй части мы с вами перейдем в меньшие масштабы и продолжим рассмотрение долгосрочных сценариев нефти. А чуть позже выйдет третья часть ролика. В ней мы посмотрим сценарии на пару лет и на несколько кварталов. На этом разрешите попрощаться с вами, друзья, и пожелать вам уверенного взгляда в будущее и спокойной внимательности. До встречи.